Сибирское слово «тундра» должно быть в русском лексиконе, ибо никаким другим мы не означили обширных, низких, безлесых равнин, заросших мхом, о которых может говорить поэт, географ, путешественник, описывая Сибирь и берега Ледовитого моря. Николай Михайлович Карамзин. Редакция Ямал-региона подготовила материал о главном ландшафте, который преобладает на полуострове Ямал и в Ямало-Ненецком автономном округе. Зона тундры составляет около 10% от территории России. Простирается по северному краю от границы с Финляндией до Берингового пролива. Максимальной ширины достигает в Сибири, где доходит до 500 километров. В России на территории тундровой зоны расположены самые крупные заповедники и национальные парки, такие как Большой арктический заповедник, остров Врангеля, парк Русская Арктика, Таймырский и Усть-Ленский заповедник. Слово «тундра» было заимствовано не позднее 17 века из финского языка, где существовало слово «тунтури», что в переводе означает «лысая гора». Стоит отметить, что прижилось оно не сразу и долгое время считалось провинциализмом. На русском севере вы по-прежнему можете услышать слово «синдуха» для обозначения тундры. Данное название является частью сибирского старожильского говора, диалекта русского языка, сформировавшегося на базе северорусского наречия. Среди используемых названий по отношению к тундре также можно встретить «гуляй-ветер» и «холодная пустыня». Путешествия по тундре можно встретить священные для коренных малочисленных народов севера места, в первую очередь ненцев. Чаще всего они становятся местами для жертвоприношения, а впоследствии святилищами. Юрий Иванович Кушелевский, автор книги «Путевые записки», описывал появление священных мест. По его словам, во время кослания оленей ненцы переправлялись через Обь или Тазовскую губу. На берегу совершалось жертвоприношение оленя, рога которого вешали на ветви лиственницы, считавшейся у ненцев светлым деревом. Также подобные места появлялись по указанию шамана. У каждого было хотя бы одно созданное им священное место. Подобная практика является частью ритуала шаманства. На сегодняшний день культура жертвоприношений не так распространена, однако по-прежнему можно встретить конструкцию жертвенного комплекса. Состоит он, как правило, из камня и дерева и может принимать различные формы. Самая распространенная конструкция на Ямале представляет собой груду камней, помещенная по центру лиственницы, на которой оставлено 7 зарубов. Число 7 является сакральным для ненцев, так как описывает устройство мироздания, 7 миров и социальных структур, 7 родов. Если во время путешествия по тундре вас будет сопровождать ненец, то он обязательно поведает историю про исчезнувший народ Сихиртя, он же Сиртя или Сииртя. По ненецким преданиям, это мифический народ, который пришел на Ямал до прихода ненцев. Согласно легендам, сихирти переселились в сопки и стали жить под землей. Отсутствие дневного света и жизнь под землей повлияло на их внешний облик: светлая кожа, белокурые волосы и белые глаза, а также невысокий рост. Их можно сравнить с европейскими гномами. Сихирти добывали и обрабатывали металл, а также владели стадами мамонтов. Последнее занятие легко объясняется представлениями ненцев о попадавшихся им костях мамонтов, которые они считали останками земляных оленей. Встретив высокую сопку в тундре, представитель ненецкого народа укажет, что это сопка Сихиртя, и предложит обойти стороной. В водоемах тундры обитает более 100 видов пресноводных рыб, а на Ямал приходится треть мирового и 70% российского запаса сиговых рыб. Отдельно стоит отметить, что 3 вида костных рыб, встречающихся на территории автономного округа, занесены в Красную книгу Российской Федерации. Сибирский осетр, таймень, обыкновенный подкаменщик. Несмотря на экстремально холодный климат и продолжительную зиму, тундра представляет собой уникальную географическую зону со своими неповторимыми особенностями. Ввиду негустой заселенности, сложных климатических условий и вечной мерзлоты здесь до сих пор сохраняется дух открытий, которые нам еще предстоят. Большое спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на канал, здесь вы найдете еще много роликов о Крайнем Севере.